Демоны-хранители знаков зодиака. Каждый человек после рождения получает не только ангела-хранителя, но и демона-искусителя. А можно ли сделать так, чтобы человека оберегал демон? Конечно, религия со скептицизмом относится к подобной теме. Но все же, думаю, многим будет интересно узнать, можно ли вызвать своего личного хранителя из ада? И как понять, что тебя охраняет демон? Демон, который охраняет человека, способен принимать различный облик. Чаще всего они находятся рядом в виде животного, например, собаки или кошки. Кроме живой сущности, демон может являться во сне в облике близкого человека, умершего родственника, мистической сущности. Согласно поверьям, если человека охраняет нечистая сила, то успех и удача всегда будет ему сопутствовать. Чтобы призвать демона, нужно произвести определенный обряд. На этом мы не будем заострять внимание. Оставим это магам и колдунам. В этом видео мы рассмотрим темный гороскоп, который позволяет узнать, какой демон может стать вашим хранителем, а иногда и помочь раскрыть в себе скрытые силы. Козерог. Самый демонический знак зодиака. Его облик максимально приближен к сатаническому. Демон-хранитель для этого знака – Дагдарион. Его облик имеет мутно-серебристый цвет. Чаще всего приобретает вид сатира или обычного черта. Дагдарион равнодушен и холоден, и эти качества он передает козерогам. Кроме этого, он наделяет их безэмоциональностью. Поэтому, находясь под покровительством этого демона, люди становятся черствыми. Они редко переживают за других. Водолей. Демон-хранитель для водолеев носит имя Бехимерон. Если рассматривать его более подробно, то можно узнать, что это не один конкретный демон. Их много, и каждый из них имеет определенный вид. Один из которых лис. Люди под защитой Бехимерона опасны тем, что способны вводить людей в заблуждение. При этом они полностью забирают чужую энергию. Водолеям часто выпадает возможность развить дар предвидения. Рыбы. Демонический хранитель для рыб – Нишамирон. Для других людей он опасен. Соблазняет разными пороками, но все это пустые обещания. Люди не знака рыбы под влиянием Нишамирона могут стать безответственными, бесхарактерными. А вот для знака рыб, этот демон в качестве хранителя дает возможность лучше себя понимать, оценивать свои эмоции, что приводит к пониманию посторонних людей. Овен. Демон драконов и покровитель овнов. Бейрирон. Демон темно-красного цвета. Чаще всего его образ схож с драконом. Если вы находитесь под опекой этого демона, то она наделит вас боевым духом, который даст возможность завоевывать самые разные цели. Но это качество чаще становится толчком к излишней агрессивности. Наделенные такой силой овны в стремлении к власти могут свести с ума любого. Для слабохарактерных Бейрирон может стать разрушительным. Телец. Темной стороной тельцов по гороскопу является Адимирон. Их сравнивают с полуящерами, полульвами и химерами. Чаще всего они имеют желтый цвет. Демон непреклонный и волевой. Такими же качествами он наделяет и тех, кто находится под их опекой. Адимирон обеспечивают своих подопечных и такими качествами, как хладнокровие, рациональность, хорошая концентрация и сильный инстинкт выживания. Близнецы. Близнецам покровительствует трехголовый демон, похожий на трехглавую собаку, Цеэладимирон. Иначе его называют адским псом. Подопечные Цеэладимирона очень активные, они способны найти ответ на любой вопрос.
Наделяет демон своих людей способностью без проблем наладить контакт с нужными людьми и умением договориться. Эти качества хорошо помогают в обществе. Люди под его покровительством могут оказывать негативное воздействие на других людей. Под их влиянием собеседники могут начать метаться, терять свой естественный облик. Рак. Дух активной воды – покровитель раков. Шахерерон. Они проявляют себя рядом с людьми как водные жители, но при этом могут иметь и лицо человека. Людям, которых они охраняют, дают возможность воплотить в реальность самые смелые мечты. С подопечными Шахерерона нельзя ссориться. Обидчик может потерять сон. Раки могут поглощать человеческую энергию, когда другой находится в состоянии между бодрствованием и сном. Сами же они получают возможность входить в просоночное состояние, с помощью которого визуализируют и воплощают желания. Лев. Шелхоберон. Демон-хранитель львов. Внешне эти демоны выглядят как смесь льва, шакала, козы и змеи. Так как Шелхоберон – это дух огня, то и людей они наделяют соответствующими качествами. Злостью и безжалостностью. Но главными качествами остаются доминирование и агрессия. Подопечные Шелхоберона наделены возможностью получать дополнительные силы, чтобы решить сложные задачи. Например, взять верх над врагом. Вторым качеством, которым наделяют своих подопечных эти демоны. Способность реализовать творческий потенциал. Демоны посылают львам огромные потоки энергии. Дева. Тем, кто родился под знаком Дев, покровительствует Цеефарерон. Принято считать, что этот демон имеет неприятный серый цвет. Тем, кого охраняет Цеефарерон, даруется возможность срывать со лживых людей их маски и проявлять истинную сущность. Они также наделяются беспристрастием, холодным отношением к чужому мнению. Девы способны выделять нужную суть среди большинства лишней информации. Среди негативного влияния на человека Цеефарерон способен сделать его безразличным к любой жизненной радости, а иногда и вовсе загнать в депрессию. Совладать с таким демоном могут только очень сильные люди. Весы. Весам для охраны следует вызывать такого демона, как Аберерон. С виду эти демоны выглядят ужасающе. Их облик может напоминать големов, лепреконов, распухших гоблинов. Подопечные Аберерона наделяются талантом всегда добиваться поставленной цели. И всегда вести сбалансированную жизнь. Маги, находящиеся под охраной, способны владеть временем. Они получают его столько, сколько пожелают. Негативное влияние Аберерона заключается в том, что слабые духом люди могут обрести успокоение. Но оно будет таким, что человек перестает предпринимать что-либо для изменения своей жизни. Начнет считать, что все образуется само собой. Демон вынуждает его вести себя неподвижно. Скорпион. Тем, кто родился под знаком Скорпиона, покровительствует демон, который чаще всего представлен в виде насекомого. С человеческой головой. Его называют Нихошетерон. Демон очень агрессивный, а его подопечные очень сильные личности, которые способны устранить любое препятствие на своем пути. Считается, что Нихошетерон умеет только разрушать. Это касается и человеческой жизни. Тем, кому демон не покровительствует, может грозить опасность, ведь жалость ему не присуща. Люди под его охраной придерживаются лишь своего инстинкта. Стрелец. Нахашерон, демон которого можно призвать стрельцам для охраны. У них могут быть различные виды, от рептилий до существа с головами собаки или с рогами. Однако цвет их всегда один – желтый с красным. С
Своих подопечных они не только охраняют, но и помогают подавить негативные черты характера. Делают они это необычным способом. Находясь рядом, они посылают людям ситуации со сложностями, чтобы они начали их преодолевать, делая правильный выбор. Нахаширон питается эмоциями, которые испытывает человек в созданной ситуации. Демон дает возможность с усердием следовать поставленной цели и вливает в подопечного столько сил и энергии, сколько потребуется для получения позитивного результата. Негативное воздействие демона заключается в том, что иногда люди не способны на резкие посылаемые продвижения. Их начинают одолевать болезни, нервные истощения. Демоны – это существа, которые обладают силой, мудростью и могуществом. Они находятся в параллельных мирах на протяжении многих тысяч лет. Принято считать, что среди демонов есть только враги. Это не так. Скорее, наш мир просто не может их принять. Итак, демона можно призвать для своей охраны, но не забывайте, что выбор сделать сложно. А добиться его расположения будет еще сложнее. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда. До скорых встреч!